Привет, друзья! Валдис Пельш – популярный советский и российский актер театра и кино, музыкант, продюсер, телевизионный ведущий и режиссер. Также он известен как один из организаторов музыкального коллектива «Несчастный случай». Конечно же, поклонникам интересно узнать о том, сколько и каким образом зарабатывает их кумир, чтобы составить представление об уровне его жизни. Как выглядит особняк ведущего шоу «Угадай мелодию», где в настоящее время живет Валдис Пельш с семьей. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк, а мы расскажем, как живет Валдис Пельш, куда он пропал, чем сейчас занимается и сколько он зарабатывает. Валдис появился на свет 5 июня 1967 года в Риге. Отец мальчика работал на радиостанции, мама – инженер. Через некоторое время после рождения ребенка родители развелись, а позже у мальчика появился отчим. С малого возраста ребенок интересовался иностранными языками, обучался в школе с усиленным французским. Получив аттестат, Валдис поступил в МГУ. Еще во время учебы в вузе юноша стал участником группы «Несчастный случай». Он является автором многих композиций. В 1997 году Пельш взял небольшую паузу, а в 2003 году вернулся в группу. Валдис являлся участником группы до 2010 года. Несмотря на то, что Валдис не был профессиональным киноактером, он сыграл во множестве кинолент. Снялся в кинофильмах «На бойком месте», «Турецкий гамбит», «Старые песни о главном 3», «Любовь-морковь». Далее артист режиссирует телепроект «Оба-на», но программу очень быстро закрыли. После этого в жизни Валдиса наступила черная полоса. Все его проекты не допускали к выпуску. Однако в 1995 году Пельш познакомился с Владиславом Листьевым, который сделал юноше предложение вести телешоу «Угадай мелодию». Благодаря этой программе Валдис стал популярным. Шоу собрало возле телеэкранов миллионы телезрителей. Кроме того, Пельш становился ведущим телешоу «Розыгрыш», которое также стало популярным среди телезрителей. 3 года Валдис являлся ведущим «Золотого граммофона». Пельш успел принять участие в «Поле чудес», «Comedy Club», «Две звезды». В телешоу «Удиви меня» артист стал одним из членов жюри. Также много лет он является судьей высшей лиги КВН. В год получения диплома в 1988 году обаятельный красавец женился в первый раз. В 21 год Валдис заключил брак с Ольгой, которая была дочерью заместителя министра внутренних дел России. С девушкой он познакомился в студенческом театре, где она также была актрисой. В 1992 году у Валдиса и Ольги родилась дочь Эйжена Пельше. С Ольгой актер жил в квартире в районе Хамовники города Москвы. Валдис и Ольга жили вместе 17 лет. В 2005 году Валдис Пельш официально развелся с первой женой, хотя они уже давно не жили вместе. Телеведущий съехал из квартиры на Плющихе, где остались жить его жена и старшая дочка, и купил неподалеку собственное жилье – квартиру на Фрунзенской набережной. К тому времени шоумен уже несколько лет жил с другой женщиной – модельером Светланой Акимовой. Известно, что в 2002 году Светлана родила Валдису дочку Илву, а в 2006 году гражданские супруги оформили свои отношения официально. В 2009 году у них родился сын Эйнер, а в 2014 – сын Ивар. Стоит сразу отметить, что телеведущий не любит говорить о своей личной жизни. В дом журналистов не приглашает, в социальной сети выставляет исключительно рабочие съемки. И, безусловно, этим только подогревает интерес поклонников к вопросу о том, где живет Валдис Пельш и его супруга Светлана. Известно, что в настоящее время Валдис и Светлана с детьми живут в собственном доме недалеко от Москвы. В особняке Валдиса Пельша преимущественно классический интерьер, который создают светлые стены, большие окна и двери и тяжеловесная мебель темных оттенков. Характерной особенностью дома, задающей его стиль, является винтовая лестница, которая ведет на 2-й этаж. На 1-м этаже дома расположена большая игровая комната с множеством различных игрушек. Кухня в доме Валдиса необычной планировки. В нее ведет арка из гостиной. Кроме того, имеется 2-й выход – на террасу. В 2013 году Валдис Пельш основал кинокомпанию RD Studio, которая занимается производством документальных фильмов. Изначально в основу картин ложились достижения России для демонстрации величия истории России. В дальнейшем фильмы были посвящены экстремальным экспедициям на Эверест, Казбек, Манаслу,
«Охос дель Саладо», «Антарктиду», а также «Погружением с белой акулой». Первый фильм «Люди, сделавшие Землю круглой» посвящен отечественной авиации первой половины 20 века. Фильм 2020 года «Антарктида. Хождение за 3 полюса» посвящен экспедиции в Антарктиду. Валдиса Пельша сегодня можно назвать настоящим ветераном Первого канала. По словам Валдиса, современное телевидение относится к документальному жанру сегодня как к бедным родственникам. Поэтому приверженцы исторической достоверности являются вовсе не бизнесменами, а именно фанатами своего дела. Финансирования всегда не хватает, из-за чего приходится минимизировать издержки во всем, включая заработную плату участников проекта. Этот проект Пельш вообще отработал без денежного вознаграждения. «Я отработал без зарплаты, экономить приходилось на всем. Съемки дорогие, больше половины бюджета ушло на покупку уникальной архивной хроники. Еще львиная часть на раскраску этой хроники. Но о неприбыльности для себя не жалею. С самого начала говорил, что не собираюсь зарабатывать на этой теме, но хочу сделать себе имя в документальной журналистике. Конечно, совсем без копейки я не сидел. Спасибо Первому каналу, где я являюсь штатным сотрудником на хорошей зарплате». В одном из интервью Пельш поведал, что будет заниматься документальными фильмами и продолжит сниматься в развлекательных шоу. Уже есть идеи как минимум 5 документальных фильмов. Тем более, что в развлекательном жанре я, как мне кажется, недостаточно загружен. Бывали довольно длительные паузы в работе. И переживал, особенно когда видел новые проекты на Первом канале с другими ведущими. И понимал, что мог бы вести я не хуже, а где-то и точно лучше. Но не приглашали. И думаю, я все же потерял в напрасном ожидании некоторое количество времени. Недоиспользовал. Теперь буду наверстывать. Несмотря на громкое имя Валдиса Пельша в нашей стране в качестве конферансье, позволяющее ему считаться одним из ведущих специалистов развлекательного жанра, сам артист готов развиваться и дальше. Известно, что приглашение на корпоративное торжественное мероприятие этого артиста в среднем оценивается в 250 тысяч рублей. Вот и получается, что миф о высокой доходности проектов Валдиса Пельша сегодня ничем не подкрепляется по факту жизни. Этот талантливый и энергичный человек продолжает активно развиваться. Причем делает это не из-за экономических соображений, а исключительно на добровольных началах. Раньше относительно таких людей использовали фразу «из-за любви к искусству». Друзья, давайте пожелаем Валдису Пельшу очень важное для артиста. Пусть жизнь станет долгим путешествием, полным приключений и открытий. Каждый день пусть обещает праздник, а ночь – волшебную сказку. Пусть рядом будут родственные души, которые всегда помогут и поймут. И пусть все самые сокровенные мечты и желания обязательно сбудутся. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч!